Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие простые квадратные мотивы крючком и соединять их между собой в единое полотно. Для работы я использую нитки Виолет и крючок 1,25. Вязание мотива начинаем со скользящей петли. На указательный палец накручиваем рабочую нить, вводим крючок под ниточку, захватываем вот таким образом и снимаем полученное колечко с пальца. Вяжем одну воздушную петлю и в колечко провяжем 16 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 столбик без накида. Вот что получилось. Затягиваем нашу скользящую петлю и заканчиваем вязание этого ряда. Провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Вяжем одну воздушную петлю подъема и в вершину того же столбика, куда только что провязали соединительный столбик, вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Вершину одного столбика предыдущего ряда мы пропускаем, вершину следующего столбика вяжем столбик без накида. 10 воздушных петель, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я петля. Пропускаем вершину одного столбика предыдущего ряда, вершину следующего столбика вяжем столбик без накида. Снова вяжем 3 воздушные петли. Вершину одного столбика пропускаем, вершину следующего столбика вяжем столбик без накида. 10 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропускаем вершину одного столбика, следующую вершину предыдущего ряда, вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда, чередуя арки из 3 воздушных петель и арки из 10 воздушных петель, присоединяя их к центральной вот этой части столбиками без накида. Заканчиваем ряд, провязали 10 воздушных петель в конце ряда и вяжем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида в начале ряда. Провязали. Далее под первую вот эту арочку из 3 воздушных петель мы вяжем соединительный столбик, одну воздушную петлю и под эту же арку вяжем столбик без накида. Под арку из 10 воздушных петель вяжем столбик без накида, 2 полустолбика с одним накидом, первый и второй. 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик с одним накидом. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Под эту же арочку вяжем еще 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, 2 полустолбика с одним накидом, первый, второй полустолбик и столбик без накида. Вот, обвязали первую арку из 10 воздушных петель. Под арочку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида. Следующую арку из 10 воздушных петель обвязываем точно так же. Вяжем столбик без накида под арочку, 2 полустолбика с одним накидом, первый, второй, 7 столбиков с одним накидом, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Далее провязываем 5 воздушных петель, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И под эту же арочку вяжем еще 7 столбиков с одним накидом, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 2 полустолбика с одним накидом, первый и второй. И столбик без накида под эту же арочку. Обвязали вторую арку из 10 воздушных петель. Под арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем обвязывать наши арки до конца ряда. Обвязали еще 2 арки из 10 воздушных петель. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида в начале ряда. Вяжем 4 воздушные петли подъема, заменяющий столбик с 2 накидами. Далее делаем 2 накида на крючок и в вершину того же столбика без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с 2 накидами и не довязываем его. Снова делаем 2 накида на крючок и в вершину того же столбика вяжем столбик с 2 накидами и не довязываем его. На крючке у нас с вами 3 петли. Мы провязываем их вместе за один прием. Мы провязали как бы 3 столбика с 2 накидами с общим основанием и общей вершиной. Теперь провяжем 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7 воздушная петля. Под арочку из 5 воздушных петель, которая находится вот здесь вот на лепесточке сверху, мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. И под эту же арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Снова провязываем 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и 7 воздушная петля. Теперь вершину столбика без накида, который мы вязали над аркой из 3 воздушных петель, мы провязываем 3 столбика с 2 накидами с общим основанием и общей вершиной. То есть все столбики мы вяжем в этот один столбик. Вот, вводим в него крючок, провязываем первый столбик с 2 накидами, не довязываем. Снова 2 накида на крючок, в тот же столбик вяжем
столбик с 2 накидами, не довязываем. Снова 2 накида на крючок и в вершину того же столбика провязываем 3 столбик с 2 накидами и не довязываем его. На крючке 4 петли провязываем вместе, выполнив общую вершину для этих столбиков. Снова вяжем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда, под арку из 5 воздушных петель, вяжем 5 столбиков с одним накидом, простите. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. И под эту же арку вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Снова повторяем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в вершину столбика без накида, который находится над аркой из 3 воздушных петель, вяжем 3 столбика с 2 накидами с общим основанием и общей вершиной. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. На крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. Таким образом продолжаем обвязывать до конца ряда. Вяжем наш ряд, вершину вот сюда вот лепесточка под 5 воздушных петель мы провяжем вот такой элемент. Вот сюда вот в столбик без накида мы вяжем вот такой вот элемент из 3 столбиков с 2 накидами. И вот сюда под арку из 5 воздушных петель провяжем точно такой же элемент. Вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязали 7 воздушных петель и вяжем соединительный столбик вот сюда, в вершину первых 3 столбиков с 2 накидами с общим основанием и общей вершиной. Заводим крючок под все петельки в вершинку этих столбиков и провязываем соединительную петлю. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой простой мотивчик получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. И сейчас вот в это место хочу присоединить следующий мотив. Мотив будет присоединяться по 2 сторонам, так как у меня 2 соседних мотива. Точки присоединения мотива по одной стороне это вот эти арки из 5 воздушных петель и арочки из 7 воздушных петель. То есть по уголкам 2 арки из 5 воздушных петель и вот эти вот центральные арки. Соответственно, вот здесь у меня будет 7 точек присоединения. Это вот первая точка, вторая, третья, четвертая точка, там, где уже соединены между собой арки от 3 мотивов, сюда присоединится мой 4-й мотив. Это будет 4-я точка, 5-я, 6-я и вот 7-я точка присоединения. Я вяжу следующий мотив, вяжу последний ряд. Вот под первую арку из 5 воздушных петель я уже связала столбики с одним накидом, 5 воздушных петель и 5 столбиков с одним накидом. Далее идут арочки из 7 воздушных петель и под последующую арку из 5 воздушных петель я формирую следующий такой же уголок. Провязала 5 столбиков с одним накидом. И теперь у меня арочка из 5 воздушных петель, к которой я буду присоединяться к уже соединенным мотивам. Я вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из этой петельки, нахожу свою первую точку присоединения. Это вот эта арка. На арочке из 5 воздушных петель я нахожу центральную воздушную петлю. Я ее не отсчитываю, смотрю на глаз, ее и так видно. Захватываю петлю мотива, который вяжу, присоединяю, довязываю свою арку, вяжу еще 3 воздушные петли. И под арку из 5 воздушных петель 5 столбиков с одним накидом провязываем. Первый, второй, третий,
4 и 5. Далее идет арка из 7 воздушных петель, которые мы тоже будем присоединяться к соседнему мотиву. Вяжем 3 воздушные петли, вытягиваем крючок из этой петли, находим следующее место присоединения, вот эта арочка, вводим крючок в центральную воздушную петлю, захватываем петлю мотива, который вяжем, присоединяемся, протягиваем петельку, довязываем арку, вяжем 4 воздушные петли. И вот сюда вот, в столбик с одним, без накида, простите, который мы вязали под арочку из 3 воздушных петель, мы вяжем 3 столбика с 2 накидами с общим основанием и общей вершиной. Первый, второй столбик и третий столбик с 2 накидами. Формируем общую вершинку. Далее у нас снова идет арка из 7 воздушных петель. Мы провязываем 3 воздушные петли, и этой арочкой мы тоже присоединяемся к нашему соседнему мотиву. Вот следующее место присоединения. Находим центральную воздушную петлю арки. Вот она. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот она. Вводим крючок, захватываем петлю мотива, который вяжем. Довязываем свою арочку, вяжем 4 воздушные петли. И теперь под арку из 5 воздушных петель мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый и 5. Теперь у нас идет арка из 5 воздушных петель. Мы вяжем 2 воздушные петли, вытягиваем крючок из петельки и находим наше следующее место присоединения. Это вот эта вот точка, где уже соединены 3 арки от 3 мотивов. Вводим крючок сюда, в центр их соединения. Вот так вот. Захватываем петлю мотива, который вяжем, протягиваем и довязываем свою арочку. Вяжем еще 3 воздушные петли и под арку из 5 воздушных петель провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик. Далее мы уже с вами присоединились по одной стороне, начинаем присоединяться по следующей, по второй стороне. Далее у нас арка из 7 воздушных петель. Вяжем 3 воздушные петли, вытягиваем крючок из петельки. На соседнем мотиве находим следующую точку присоединения. Вот эта арочка. Вводим крючок в центральную воздушную петлю. Захватываем петлю мотива, который вяжем, присоединяемся, довязываем еще 4 воздушные петли. И в столбик без накида, теперь уже предыдущего ряда мотива, который мы вяжем, провязываем 3 столбика с 2 накидами с общим основанием и общей вершиной. Первый столбик связали, второй, третий и выполняем общую вершину. Далее снова арка из 7 воздушных петель, вяжем 3 воздушные петли, вытягиваем крючок из петельки, смотрим следующее место присоединения, вот эта арочка, вводим крючок в центральную воздушную петлю, захватываем петлю мотива, который вяжем, присоединяемся, провязываем 4 воздушные петли. И под арку из 5 воздушных петель вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, 5. Теперь снова у нас идет арочка из 5 воздушных петель, к которой мы будем присоединяться к соседнему мотиву.
Вяжем 2 воздушные петли, вытягиваем крючок из петельки, находим на соседнем мотиве арочку из 5 воздушных петель, вводим крючок в центральную воздушную петлю, присоединяемся. Это наша последняя точка присоединения этого мотива по второй стороне. И далее довязываем свою арку, вяжем 3 воздушные петли. Под арку из 5 воздушных петель мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. Заканчиваем вязание мотива, провязываем 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7 и соединительный столбик вот сюда, вот в вершину 3 столбиков с 2 накидами в начале ряда. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такие красивые мотивы у нас получились. И вот так выглядят места их соединения. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.